Вашему вниманию мы представляем экспериментальные соревнования. Это соревнования, в которых мы проводим эксперимент, и чей результат окажется лучше, выигрывает. Так, ну а теперь вопрос. Как вы думаете, что если поставить розу в кислоту? Я предлагаю проверить. Поэтому прямо сейчас таймлапс. О май гад. Только что мы поняли, что роза в кислоте простоит очень мало. Она умерла максимально, насколько это возможно, по-моему. Она рассыпается. Это все, что от нее осталось. Если вас заинтересует быстрый способ убить розу, это вот при помощи кислоты. В общей сложности она смогла там простоять около 4 часов. Она на самом деле просто сгнила. От нее вот реально все черное, вот эта слизь, это просто ее стебель. Ну а сам бутон, с ним ничего не произошло, он как был красный, так и остался красный. Но суть сегодняшнего ролика не в том, чтобы как можно быстрее уничтожить розу, а все строго наоборот. В этом видеоролике мы попытаемся сохранить розу как можно дольше. И делать мы это будем разными способами с моей дорогой командой. Каждый из нас выберет свой оригинальный способ, который поможет ему сохранить розу. Но есть одно небольшое правило. Ни в коем случае нельзя использовать жидкости. Ведь мы сегодня хотим сделать оригинальный, необычный эксперимент. Можно использовать водосодержащие предметы, но не жидкость. Ну а чей способ окажется оригинальней и чья роза простоит дольше, тот выиграет самое дорогое и для нас священное. Золотой розовый кубок. Розовый в смысле, ну, роза. Это серьезно самый ценный приз, который мог бы быть. Потому что мы как идиоты, когда мы выигрываем кубки, мы их ставим дома, и они стоят до тех пор, пока мы живы. И это, скорее всего, единственная роза, которая простоит дольше всех. На поиск у нас есть 2 часа. Погнали! Я выбрал капец какой необычный способ, а главное современный. И методы покупки я выбрал современные. Так, сейчас все найдем. О, вот это неплохой вариант. Так, купить. А вот и мой способ. Увлажнитель воздуха. Влажность воздуха очень важна. Но и цветы во влажной среде стоят намного дольше. Я это миллион раз слышал, поэтому взял вот этот способ. Короче, я выбрал влажные салфетки. Почему? Потому что в них очень много влаги. Я раскрою и розу впихну прямо туда. То есть влаги будет некуда выходить, кроме как через верх, и роза будет питаться постоянно. Я думаю, это очень рабочий способ. Мы ищем необычный, но рабочий способ, чтобы сохранить розу. Увидел экзотические фрукты. Это такой кокос. Вы все знаете, что там есть жидкость, молоко, кто-то скажет сок. Еще похоже это на вазу. Я здесь просверлю, ставлю розу свою, и она будет дольше сохраниться. Это кактус. Кактус растет в пустыне, собирает влагу отовсюду и хранит ее долго очень в себе. Я возьму кактус, воткну туда розу, и этот кактус соберет влагу отовсюду вокруг. Получается со способа всех ребят. У них ничего не получится, а у меня будет роза цвести, еще может быть несколько роз вырастет. Пойду поищу кактус побольше. На нашем складе я нашел с прошлых роликов вот такие шарики, называемые гидрогель или орбис. То есть они впитывают влагу и потом ее отдают. По сути, это предмет, содержащий воду, но не являющийся водой, так что они подходят под условия. Короче, я взял желе, потому что оно заливается водой. И в тепле все желе растает, превратится в воду и будет питать мою розу. Поэтому беспроигрышный вариант получить воду не из воды.
я понял, что я возьму. Я возьму арбуз. Из всего количества вещей, которые я уже видел, мне кажется, это самый подходящий вариант. В нем очень много воды, в нем есть сахар. А я когда-то проводил эксперименты, и в напитке с сахаром роза стояла дольше всего. Поэтому, мне кажется, я должен выиграть. Только нужно подобрать подходящий арбуз. Самый раз. Спелый, и в нем много воды. За 2 часа эти арбузы успели увеличиться, и я могу спокойно начать участие в соревнованиях, поставить в них розу. Та-дам! Вот такие вот у нас у каждого способы. Диман, по-моему, говорили, что воду-то использовать нельзя. Да я не буду воду ее ставить. Я поставлю ее так сверху, чтобы она паром питалась. Так. А между прочим, пар это не жидкость, это другое агрегатное состояние у воды. Очень хитро, кстати говоря. Но Я всё рассчитал. У меня точно бескончаемый просто бак жидкости, который никуда не улетучивается, это просто ваза. И причем там есть сахар. А я уже проводил эксперименты с розами, и сахар очень хорошо способствует тому, чтобы роза стояла дольше. Короче, я предлагаю прямо сейчас каждому поставить розу. Кстати, розы мы купили в один день в одном магазине, специально подготовили, чтобы все было честно, справедливо. Сейчас я их занесу. Я дарю эти прекрасные розы каждому из вас. Ты что, холостяк? И мы все прошли в следующий раунд. Я не смотрю его. У меня 3 было. Так, здесь лишние розы. Это мне одна роза, наверное, еще. Нет. Я в камеру ее Это поставлю. вам. Это немного труднее, чем я Это думал. выглядит ужасно. Так, моя роза просто так не будет стоять вот в желехе, она будет падать, поэтому я воспользуюсь подставкой специально. Делаем салфеточки поплотнее к розе. Чуть выжмем из них водичку. У меня кокос. Воткнуть не получится, как у Максима. И как И у вас же свое за строительство опять. Поставим. Розы любят воду, а пацаны эксперименты. Вообще видно, что на срезе розы собирается капелька. Вот она задумка. Вот она. Чтобы в кактус поставить розу, тут очень много иголок в середине. Я боюсь, что либо сломается кактус, либо роза повредится чересчур, и будет не очень хорошо. Я позаимствовал инструмент у Юлдаша. Я живой, кактус живой. Все, закрепляем и выигрываем. Так, короче, у моего способа возникли некоторые проблемы. Я такой видел в фильме 2012, когда там земля трескалась. И что ты решил с этим делать? Из-за того, что желе плотное, оно начало просто раскалываться, и я решил просто взять и склеить это скотчем. Желе. Скотчем склеить. Эксперимент. Клеится ли скотч к желе? Ну вот, теперь можно рассчитывать на какой-никакой успех. Так, с этого момента, в принципе, эксперимент можно считать начатым. И знаете, что могу сказать? Скорее всего, выиграю по-любому я, потому что пацаны уже на раннем этапе пытаются поддерживать свои розы, чтобы они не падали, а моя роза стоит спокойно, без всяких подставочек. Все вообще уже что-то разваливается. Какой из этих способов сработает лучше, мы узнаем только в ходе всего эксперимента. Самое главное правило: ни в коем случае в эту комнату никто не должен заходить в течение 3 дней. Увидимся через 3 дня. Нам, кстати, надо... 3 выходных! Сюда точно никто не пройдет. Увидимся через 3 дня. Всем снова здорово! Почему-то мне кажется, что роза, которая стоит в кактусе, она, скорее всего, завяла. Потому что в кактусе достаточно мало жидкости. Скорее всего, также у Димана уже перестал работать увлажнитель воздуха. И, скорее всего, роза уже тоже начала потихонечку завивать. Возможно, еще завивает роза с влажными салфетками, потому что они могли уже выветриться, потому что они как бы слегка открытые. Но одно я точно знаю. Арбуз по-любому целый и стоит замечательно, потому что, когда я втыкал розу туда, там очень плотно закрывалась дырочка, и оттуда влага никак не могла уходить. Ну чё, пацаны, вы готовы? Да! Как настрой? Отличный.
Я очень переживаю. Я тоже переживаю. Я готов узнать, что победил. Я уверен, что у Сереги роза в кактусе уже померла давным-давно. победительница. Первый же день. Самая живая. Главное, чтобы вода не закончилась. Может, не у меня спалилась. свет изменил, потому что там белая вода же. Так, ну я предлагаю прямо сейчас заходить в нашу непробиваемую стену. Тащите кирку. На удивление, почти все наши розы засохли. Самое странное, что роза Димана, находящаяся над увлажнителем, который остановился на середине эксперимента, выглядит лучше всех остальных роз. Почему? Ты же в желе стоял. Вы видите вот это? Тебе что? Почему? Она что, Димана берет сама- воду из воздуха? Знаете, вот, просто вот такое чувство, что ваши способы, наоборот, вытягивают воду вот полностью всю из цветка. Высасывает, да? Да, как Я не будто знаю, бы но- имеет обратный эффект. Походу, вот это точно вот обратный эффект. У меня Кактус листочек- забрал всю влагу. листочек в У засох. Юлдаша тоже еще более-менее. Как итог, что я могу сказать? Хуже всего, как я и говорил, выглядит роза Сереги. Серега... Она просто мертва. Она просто засохла. А кактусу, кстати, нормально. Ау. После этого уже идет роза Степы. Ну, как бы она прям... Если сравнивать так со всеми, то... Ну, действительно, вторая по худшести. Что дальше? Ну, потом уже идет Лехина. У него есть пару засохших листочков. После этого идет, как ни странно, у Игоряса. Я ее вытащил, и у нее вот здесь, где она берет влагу, она абсолютно сухая. То есть, если засунуть руку в орбизы, они очень мокрые, то есть они прям... Вот влага остается на руке. Потом идет, наверное, роза Юлдаша. Ну, нет, да, моя потом роза идет. Хотя, если быть честным, у Юлдаша есть сухая листва. Да. Вот смотрите. А у меня листва не сухая, она у меня вся. Ну и потом, пока что победителем является Диман. Но, между прочим, хочу сказать, как человек, понимающий биологии, чуть-чуть, совсем немного, вот прям вот столько. У Димана был стебель короче, а у меня часть воды уходила в стебель, и она из-за этого засыхала чуть больше. То есть у него меньше, и питаться ей нужно меньше. Короче, я предлагаю сейчас не заканчивать на этом эксперимент. Я ворвусь в этот эксперимент с новой силой, отрежу стебель вот так. И те, наверное, ребята, кто тоже более-менее считается живым, наверное, продолжат. А те ребята, кто... Ну ладно, давайте поставим все розы и посмотрим, что будет еще через 3 дня. И я предлагаю сейчас, в отличие от предыдущего раза, Диману будет можно возобновлять свой Я теперь буду увлажнитель. не так переживать буду. И посмотрим, что и как будет. Мы можем даже их немножечко поддерживать в течение этих дней, там, не знаю, перетыкать там или еще что-то на всю влагу. Целовать можно язык? Да, можно. И еще по секрету, листва тоже поглощает часть воды, поэтому я оторву. Я тихо говорю, чтобы никто не знал. Мы стоим рядом. Не слышно совсем. Кстати, если перевернуть мою розу, то выглядит, в принципе, неплохо. Если так, конечно, то как бы... Она в любом случае смотрит вниз. Я ограничусь лишь тем, что оборву листья, а стебель, да и пусть стоит со стеблем. Я тоже буду убирать, листики они уже засохли. Вот отсюда резать. В начале ролика я говорил, что мы будем выяснять, в чем роза простоит все-таки дольше, но у меня сейчас есть ощущение, что мы узнаем, в чем она умрет быстрее, потому что эксперимент пошел гораздо быстрее, чем я думал. Потому что прошлый эксперимент с розами, который я проводил, шел 11 дней. Сейчас 3. Сейчас я засуну значительно аккуратнее. Ну, в принципе, ей норм. Че, все воткнули розы? Получается так. Я предлагаю встретиться снова через 3 дня. Да, только я водички подолью, если вы не против, конечно. Может быть, мы просто все-таки купили какие-то бракованные розы? Не может же быть так. Все способы рабочие, везде есть влага, но почему? Чтобы вы понимали, сейчас у нас очень сильная интрига. Подождите, стол не светит только. Кто заберет кубок? Все готовы узнать результат?
результат. Раз, два, три. О май гад! За эти 3 добавочных дня мы просто-напросто добили наши розы, и в фаворитах осталась по-прежнему роза Димана. Я сразу не почувствовал запах, пока не повернул. Как воняет! Это у вас что так Пасет стухло? здесь, конечно, прям... Так. О! Фу! Он мягкий. Давай, режь! Я этого не ожидал. Он живой! Вот откуда взялись мухи. О! О! Ё-моё, да, все лучше кишки просто. Делаем. Да, он кипит просто. Теперь вы прекрасно понимаете, что если проколоть хоть немножечко арбуз, то он сгниет просто к хренам. Так, ну, само собой, если смотреть на все розы и смотреть на розу Димана... У меня даже листочки еще зеленые. Да. А какие-то прожилки даже вот тут появились. Самое главное, что моя роза сдохла, но на желе выросло что-то другое. Жизнь продолжается. Жизнь продолжается, да. В итоге роза Димана простояла вот столько дней. Ну а прямо сейчас этот невероятный кубок, я так ору, потому что очень эмоциональный момент, вручается Диману. Как от сердца отрываю. Я сделал это! Спасибо всем! Спасибо моим Ты родителям! старался так, как никто никогда не старался. Это были самые потные соревнования за всю историю нашего канала. Да! Да! И если вам все-таки нравится подобная рубрика не только прям активных соревнований, пишите об этом в комментариях, и, возможно, мы снимем еще какую-нибудь часть. Ну а на этом видеоролик подошел к концу. Всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока!